Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодняшнее видео — это третья часть мастер-класса по вязанию кардигана по мотивам Брунелло Кучинелли. В ней вас ждет капюшон двух видов: один глубокий объемный, один классический нормальный. Капюшон вы можете рассчитать, использовать, вернее, для любого изделия, не только для этого кардигана, поэтому советую посмотреть это видео, оно точно будет вам полезно. И еще хочу напомнить, что у нас стартует 1 числа бесплатный совместник по вот этому жилету, так что добавляйтесь, QR-код выведу на экран, а также у нас сейчас проходит просто супер совместник по сложному анатомическому реглану. Там рассматриваются все нюансы фигуры, выточки, расширение, расклешивание, расклешивание. Совместник ведет новый инструктор, вот, которая мастер-ас, профессионал посадки вязаного изделия на фигуру. Я так не умею, сразу признаюсь. В этом она 100% лучше меня. Поэтому советую, очень советую присоединиться, пока цена сейчас на данный момент такая, какая есть. Потому что у нас по итогу получается не совместник, а курс выйдет по нашим планам, и он будет по окончанию в 2 раза дороже, а информация бесценна просто, девчонки. Поэтому кому нужна идеальная посадка реглана, пожалуйста, присоединяйтесь, вы точно будете довольны. Ну а сейчас капюшон. Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, вернее, здравствуйте все мои участники совместника. Сегодня мы вяжем капюшончик, как я и обещала, ну, вернее, я советовалась с вами, потом все решила, ну, при помощи вас. В 2 вариантах, девчонки, в 2 вариантах посчитано. Буду показывать на мини-версии добавления, сокращения, в общем, саму форму, как одно цельновязанный он будет, как его связать цельновязанным. Ну, в общем, буду вязать мини-версию. Но посчитала на 2 варианта. Это вот тот, который вы видите на мне, ну, уже по результату. Он в высоту 50 сантиметров, 37 сантиметров в ширину. Посчитала еще меньше, который 40 сантиметров в высоту и 32 ну, в глубину, в ширину. Вот, поэтому вы выбираете свое, ну, то есть этот будет меньше, чем тот, который на мне. Вот кто хотел меньше, тот вяжет вот этот вот, ну, то есть циферки берете отсюда. Я буду вязать еще меньше, как бы мини-версию, но зато вам все будет видно. Итак, сначала движемся отсюда вверх, да, давайте я стрелку вам нарисую, куда это все движется. То есть мы набираем вот эти вот первые 20 или 17, а я наберу 10 петель. Обычным способом это все идет в шов. Первый ряд вяжем резинкой 1 на 1. То есть сразу как бы начинаем вывязывать наш узор с первого же ряда. И со второго ряда мы уже вяжем. Боже, мы же вяжем английскую резинку. Девчонки, простите. Видите, я уже потерялась. Но я сейчас этот ряд вот так вот провяжу. Но мы с первого ряда начинаем вязать английскую резинку. Вот видите, как у меня. Так, кромочная, изнаночная. И вот с третьего ряда я начинаю добавлять вот эти петли. Вот таким вот образом я просто захватываю нить. Будет плавное добавление. Так, тут по узору вклиниваем. И вяжем в каждом начале каждого ряда, вот лицевого. Ну, тут, правда, нет их лицевых изнаночных. Но мы вяжем, ну, добавляем здесь по петле. Тут у нас будет кромка капюшона.
Так, снова поворачиваемся, ориентируемся на вот эту вот нить. Снова я делаю добавление. Вписываем. Ну, видите, что я делаю? Короче, я совместила пышную резинку вместе с английской. Ну, тут суть не в узоре, а в конструкции, поэтому я думаю, вы меня простите. Я уже, кстати, вяжу бомбер вот этот вот из Кучинелли. Так мне нравится. Сейчас я вам покажу, что получается. Сейчас довяжу до конца ряда и просто покажу вам, что у меня получается. Видите, я не по теме. Мне хочется похвастаться. Смотрите, так классно. Он такой мягенький, он так красиво смотрится. Вообще. Довольно. Так, ладно, отвлеклась. Так, и таким образом, девчоночки, вы добавляете вот по одной петле то количество раз, которое у вас здесь написано. Вот. Когда у вас добавилось 8 или 7 петель, да, вы в конце вам нужно добавить, вернее, после того, как вы добавили нужное количество петель, в конце вам нужно добавить вот эти вот на спиночку либо 9, либо 8 петель. Я добавлю 5 раз. 2, 3, 4, 5. Все, ширина капюшона у вас достигнута. И вот когда вы сделали вот это количество добавления один раз по одной петле в каждом лицевом ряду, и потом вот эти добавили, у вас должно получиться либо это, либо вот это число. Здесь что нам нужно? Здесь нужно сейчас посчитать вот лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть я начинаю здесь вязать с изнаночной петли. Здесь я их провязываю по узору, потому что петли набраны вот этим вот способом, который у нас распускается. Так, и теперь вяжу ровно. Потом со следующего ряда я их уже добавлю в узор. Сейчас я вяжу ровно. Кромочная всегда изнаночной. Здесь я уже вяжу узор, то есть изнаночную снимаю с накидом. Так, и вяжу ровно. Вот для большого размера 60 рядов, для меньшего размера 42 ряда. Итак, когда мы провязали в высоту, вот смотрите, нужное нам количество рядов, там легко считать по вот этим вот петелькам вверх, мы начинаем делать вот эти вот сокращения. Да, тоже начинаем делать с этой стороны, где у нас нить набора, и в начале ряда я просто провязываю 2 петли вместе и далее вяжу по узору. И так 10 раз, по 10 петель мы там сокращаем, просто продолжаем вязать и сокращаем. Здесь я накид не делаю, потому что сейчас буду эту петлю сокращать, и чтобы не было грубо, не смотрелось в начале ряда, я там накид провязываю просто изнаночной, не делаю накид. Вот так вот сокращаем. Итак, я сократила всего 3 петли, но это для маленького, да, вы сократили своих 10. У вас тут вот такой вот примерно вот так вот скос. Так, теперь один ряд я вот провязываю без изменений, лицевой. Так, теперь это после того, как вы находитесь в этой точке, да, когда вы сократили последнюю петлю, и вот один ряд вы провязываете в холостую,
лицевой, а в изнаночном ряду мы будем добавлять петли. Так, здесь эту последнюю петлю ввязываем в узор. Здесь у нас мы будем добавлять вот из этих промежутков. Я вывязываю дополнительную петлю, то есть добавляю. Здесь потом я ее вклиню в узор. Я ее пока снимаю. Здесь вяжу по узору. Потом в изнаночном ряду мы их будем ввязывать в узор. И мы их вот таким образом добавляем столько, сколько вы сократили. То есть в вашем случае это 10 петель. В моем сейчас, в теперешнем случае это 3 петли. Так, здесь вот смотрите, у меня лицевая, эту я провязываю изнаночную в узор, и следующую вот из этого промежутка я вывязываю всегда лицевой, да, а потом уже, потому что здесь она снимается, потом мы ее уже будем ввязывать в тот узор, который мы вяжем. Вот. Таким образом у нас шарф, у нас капюшон сшивается, и он у нас будет уже готовенький, сшитый. То есть сейчас мы, по большому счету, вот так вот двигаемся, да, сверху вниз. Мы сейчас эти петли добавляем. Вот сейчас я добавлю последнюю петлю. Это сейчас у нас лицевая. Вот третья петля. Я 3 их сократила. И я добавила 3. Далее мы будем уже их не будем добавлять, потому что сейчас на этом этапе вот вы должны добавить ровно столько, сколько вы убавили. И у вас должно получиться вот это вот число, которое у нас было для, ну, изначально для вашей модели, которую вы вяжете. Так, вот я 3 петли сейчас добавила. И сейчас я уже буду просто сшивать. Так, я вяжу, это изнаночный ряд. Я вяжу, то есть вот так вот я двигаюсь. Сейчас, да, вот так вот. Так, теперь вот смотрите, здесь у меня лицевая, вот эту петлю я переснимаю на правую спицу, здесь поднимаю кромочную и переодеваю эту кромочную и последнюю петлю на левую спицу и провязываю их. Нет, здесь мы провязываем лицевой, потому что вот это у нас можем и изнаночная. Вот это будет лицо, поэтому мы провязываем лицевой, чтобы здесь не образовывалась косичка. Лицевой ряд мы вяжем без изменений. То есть мы провязали вместе, мы подняли кромочную, то есть сшили шажочек, стежочек сделали, и мы ее же сократили. То есть теперь у нас число петель не будет меняться, оно у нас будет стабильным. При этом мы будем, ну, как бы сшивать этот капюшон. Вот. Снова давайте эту петлю я переснимаю, поднимаю следующую кромочную, тут следим, чтобы в одну и ту же не попасть, и провязываем их вместе лицевой. И двигаемся вот таким вот образом, мы по кромочным передвигаемся сюда, в конец вязания, ну, то есть начало капюшона. Так, вот смотрите, я уже подошла как бы к концу, и у меня здесь осталась одна последняя кромочная. Вот, что я сейчас делаю? Я присоединяюсь. То есть вот, смотрите, вот здесь вот я передвигалась таким вот образом и присоединяла. И капюшон уже у меня получился сшитым. Вот. И последнюю, как бы, последний стежок. Так, у меня
здесь. Так, я переснимаю, одеваю, провязываю последнюю кромочную. Вот, я уже сравнялась. И теперь в этом ряду я буду сокращать. Вот 8 или 9. То есть мы вот так вот продвинулись. Вот таким вот образом. И здесь нужно сократить эти петли, которые мы вот там вот набрали. Соответственно, вашему размеру. А я набрала 4, по-моему, там. Так. И вот что я неправильно сделала. Смотрите, вот здесь вот надо было просто провязать изнаночной, чтобы не было уплотнения. 2, 3, 4. Да, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Так, теперь вяжу до конца. И точно так же дублируем мы эту как бы деталь. Сейчас мы будем сокращать по одной петле. И потом все петли закроем. И у нас получается капюшон. Сшитый уже, готовенький. Вшивать его в горловину. Больше с ним как бы ничего делать и не нужно. Если планку вы хотите, то планку мы потом... Вот. Я вам видео дам, как планочку привязать. Вот так вот. Точно так же, как в вершине капюшона. Мы сокращаем в каждом теперь, ну да, это лицевой ряд, по одной петле то количество раз, которое по рецепту вашего размера. Вот. И потом все петли мы закроем. Вот и все. Так, я еще второй, у меня 2 раза сокращения в моей мини-версии. Вот снова, вот видите, тут сняла, не провязала. Вот следите за этим, чтобы не было вот такой шишки здесь. Так, возвращаюсь изнаночный ряд, и в следующем ряду у вас должно быть либо 20, либо 17 петель, либо ваше количество. Если вы ориентировались на сантиметры, и у вас другая плотность. Здесь мы все, видите, здесь мы все закрываем. Вот я сейчас ряд провяжу. Последний ряд мы вяжем просто резинкой, вот, чтобы не было вот этих вот опять же. И сама же говорю вам, а сама делаю неправильно. То есть это должно было быть в лицевом ряду. Вот так вот провязать. Это я просто провязала, чтобы... Я хочу вам еще обработку вот этой горловины показать. Вот. Все, капюшон у нас готов. Там по вшиванию, девчонки, нюансы. Очень следите. Сейчас я еще свяжу как бы мини-версию передней детали и спинки, чтобы вшить его. Так, это у меня тут лишний ряд, поэтому там большая ступенька получается, и ее не должно быть. Это из-за того лишнего ряда. Вот здесь вот я имею в виду. Вот. Вот у вас должен быть большой капюшон в такой форме. Здесь ровно скос, ровно. Здесь скос, все остальное ровно. Вот. Все, девчонки, на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Всем удачки, мира. Пока-пока. Итак, девчонки, еще один очень важный момент. Это вшитие капюшона. Я опять же покажу на этом образце. И обработку вот этого как бы шва нашего. Значит, как мы сшиваем. Серединку совмещаем. Вот середину капюшона с серединой спинки. И вот здесь вот совмещаем до самого начала. Что еще очень важно? Это, конечно же, мини-версия. Но если версия большая, да, то шью я по капюшону. Шов этот, как называется, назад иглу, или как он называется. Вот, то есть я возвращаюсь. Это важно. Вот. Здесь мы подтягиваем, девчонки, фиксируем, чтобы полотно не растягивалось. То есть при этом шве вы должны
отрегулировать вообще эту горловину, потому что если слишком слабенько сшить, то горловина будет растягиваться и будет изделие падать с плеч. Вот, поэтому это очень важно. Вот, поэтому я вот прям так и стягивала, да, чтобы было не вот такой стянутая. Потом, когда будет этот кардиган у меня в руках, то я покажу. Вот. Потому что это английская резинка. Мы здесь все должны фиксировать этот каркас как бы самого изделия плечевым швом и вот этой вот горловиной. Так, видите, я стягиваю. Так, здесь совмещаем серединку. Так, вот здесь вот тоже важно, чтобы вы прихватили как бы прям вот хорошенько, да, вот этот краешек. Я нить ввожу туда и обрежу ее. Теперь что я делаю? Тут зависит от того, вот начиная отсюда, по вот этой вот ниточке, где у нас вот от сшивания, мы за нее подцепляем и буду вязать столбики. Нет, не буду вязать двойную нить, так как и положено, только тонким крючком. Именно за нить от сшивания. Так, я подцепила, вяжу раз, два, 3 воздушные петли подъема. И теперь вот смотрите, вот она, эта нить, я за нее цепляюсь и вяжу столбики с накидом по всей длине как бы вот этого моего шва. Тут, девчонки, очень как бы так интуитивно все, тут нет какого-то определенного подсчета, просто смотрите, чтобы вот эта полосочка у вас не была не собрана, не растянута, да, чтобы она как бы была такая, как получалась, как ленточка, да.
Вот видите, у нас получается, что эта ленточка у нас вот на шве крепится, а шов как бы поверх нее. Так вот мы ею будем закрывать это все дело. Если вам мало столбика с накидом, то можно сделать столбик с 2 накидами, он будет повыше. Ну, это зависит от того, насколько плотный ваш будет шов. Это такой очень простой метод, который не требует никаких как бы особых навыков, умений. Самый такой легкий вариант обработки этого шва. Это можно и плечевые, но я думаю, плечевые. Это те швы, которые у нас, ну, как бы при отворотах получаются видны. И нам нужна какая-то его обработка такая. Завершающий этап. Потому что если он открыт, он уже получается незаконченным изделием. Так, вот смотрите. Видите, я здесь начала и прошлась. Вот он мой шов. А вот мой этот ряд столбиком с накидом. Да, и дошла прям до конца. Теперь я ниточку обрезаю. И что я делаю? Вот, видите, у меня. Теперь я вот этой ленточкой, которую я связала, я вот так вот ее буду подшивать иглой. Простой, обычной иглой. Ну, не обычной, чуть больше, нитью этой, которой мы вяжем. Так. Здесь хорошо я расплющиваю, чтобы не завернулась. То есть подтягиваю вот так вот, видите? Здесь можно. Это все я проделаю потом со своим кардиганом. Просто я хочу, чтобы я не тормозила вас. Я вам потом, я же говорю в группе, потом покажу, как это выглядит на моем кардигане. Вот, пока я вернусь, чтобы вы могли закончить. Поэтому я вам делаю вот так вот, в такой форме. Так, вот видите, и эта планочка у нас красивенько закрывает этот шов. И получается, что мы можем как бы завернуть этот капюшон, либо воротник, точно так же воротник, стойку мы можем обработать, вот, и получить как бы красивый спрятанный шов. Да, смотрите, как получается хорошо. Вот. Важно вот здесь вот я тоже фиксирую, как бы подтягиваю вот так вот, и здесь подтягиваю, чтобы все у нас было, ну, спрятано, да, и ничего не перекосило. И так вот подшиваю все. На спиночку перехожу. Кстати, на фотосессии у меня еще этой планки нету. Там очень хорошо видно такой грубый некрасивый шов. Вот я его заделаю этой планкой. И все будет прекрасно. Этот шов используется как бы для именно пришивных деталей, когда грубо, когда там ступеньки есть от закрытия, да, от вывязывания. Ступеньки, ниточки. Вот. Все можно спрятать таким вот образом. И тем более вот этот вот шов, он хорошо, прекрасно зафиксирует потом вот это наше изделие. Вот, и будет держать всю конструкцию. Он удержит, он плотненький.
зафиксированный. Все здесь вот хорошенечко тоже выравниваем, красивенько пришиваем. И все, девчонки, вот получается вот такая вот красота. Пишите мне, на каком вы этапе сейчас находитесь, делитесь фотографиями. Я думаю, вы уже тоже далеко дошли. Вот, смотрите, что получается у нас. Вот такой вот красивенький как бы шовчик. И здесь, ну, это понятное дело, что это у нас мини-версия, да, но на большой версии это будет очень-очень так закончено смотреться, да, вот этот шовчик. А вот смотрите, здесь я меньше натянула нижнюю часть, и уже видно, уже она такая более выпуклая, что следите за этим моментом, вот. Ну, в принципе, все, девчонки, довязывайте и хвастайтесь.